Зачем мы скотч берем? Чтобы примотать блины к гантели. Чтобы рекорд был точно таким же, как у Ларата. Точно таким же, как даже звуки будем произносить такие. Чтобы у него не возникло потом вопроса, что мы что-то неправильно делаем. Артем устанавливает, Артем собирает. Это неправильное слово. Сегодня слово устанавливает нету, сегодня наматывает. Артем наматывает для первого зачетного подхода 60 килограммов. Все будет реально, это будет такое полное реальное повторение рекорда Ларата, даже с таким снарядом. Ну что же, 60 килограммов одной рукой наши герои сделали просто играючи. Так что бойся, Ларат, не устоять сегодня твоему несокрушимому рекорду. Ну а пока парни наматывают гантели еще десятку, мы расскажем вам, что это за чудо-рекорд такой установил канадский рукоборец, в чем его сложность. И почему, например, чемпион мира Дмитрий Силаев уверен, что побить этот рекорд проще, чем кажется. А у него как-то он как бы так поднимает, как будто он поясницу тренирует. Но может мне так это просто кажется. А раз наш разговор пойдет о запредельных весах, то бренд спортивного питания FitRx для всех, кто хочет стать больше и сильнее, предлагает продукт Tribulus 500. Растительный, негормональный препарат, способствующий увеличению выработки собственного тестостерона. А без тестостерона, большим и сильным, вам не стать никогда. Заказать Tribulus 500 вы можете по ссылке в описании к этому видео. Ну а мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Итак, сегодня вы смотрите уже третью серию нашего проекта «Самый сильный бицепс. Фейк или правда?», где мы вместе с нашими героями разбираем все нашумевшие рекорды в подъеме на бицепс. В первой серии мы доказали, что наши парни могут сделать реальным даже фейковый рекорд Брэда Касселберри. И сделал это московский атлет Низами Тагиев, который сегодня сбросил пару кило и, похоже, готовится выступать на соревнованиях по бодибилдингу. Во второй серии мы замахнулись на рекорд самого Дениса Цыпленкова. Скажем больше, Олег Сакович, подняв на Siberian Power Show 95 килограммов, побил этот рекорд по коэффициенту. А вот чтобы не было никаких претензий к этому результату, он подтвердил эти внушительные килограммы на турнире в РПФ в памяти Константина Константинова. При этом вес Олега составил всего 80 килограммов, то есть коэффициент стал еще круче. Но есть парни, которые готовы перебить рекорд Дениса в реальных килограммах. Во-первых, это Дмитрий Головинский, который недавно вновь улучшил свой рекорд, затащив на бицепс 106 килограммов. Я думаю, он может побить рекорд, но если он приложит максимальные усилия именно для этого. Новым рекордом напомнил о себе и Дмитрий Жемаркин. Ну тот молодой парень, который заявил, что именно он побьет рекорд Цыпленкова. Могу сказать так, что я его побью обязательно. Это вызов Денису Цыпленкову. Побью я его 100%. Так вот, на чемпионате Европы в РПФ в Питере Дмитрий поднял внушительные 105 кг. Но вернемся к нашей главной теме. Сегодня мы подвергнем разбору all-time рекорд в подъеме на бицепс одной рукой, установленный одним из самых популярных рукоборцев-тяжеловесов планеты, новым адептом техники King's Move Девоном Ларатом. Первый поединок, который я увидел с Ларатом, это с Жохом, когда они на левой боролись в 2012 году в Америке. Наверное, тогда я первый раз его посмотрел. А нет, вру, с Тарасом Ивакиным я смотрел. Я удивился тогда, как с такого положения вообще можно что-то сделать. Очень сильный спортсмен. И вот это вот его упражнение, когда он его выполнял, мало кто с ним мог вообще совладать. Давайте мы сразу познакомим вас и с нашим главным героем, пятикратным чемпионом Азии, финалистом чемпионата мира по армрестлингу Артемом Морозовым. Именно на его могучие руки сегодня возложена задача снять этот неуступчивый рекорд канадского рукоборца.
Суть этого рекорда в статике, не разгибая угла, на наклонной скамье в полной амплитуде поднять 80 килограммов. И сейчас наши герои как раз изучают технику выполнения этого движения. По-моему, как-то в сторону чуть-чуть делать, нет? Да, на бок. Больше вперед. Там и грудина включается. Не, вот, допустим, Серега сейчас вообще на бочину заваливал. А он как-то все равно вперед. Нет, ребят, здесь момент такой. Здесь как бы каждый использует, ну, есть базовый угол, да? Кто-то больше бок, кто-то больше бицепс. То есть мы сейчас к этому не цепляемся. Наша задача именно пройти горизонтально, поднять максимальный вес. Техника у этого рекорда не совсем обычная. Она идет от техники армрестлинга. Но сути это не меняет. Со слабым бицепсом такой трюк не повторить. Ну вот вопрос, почему этот рекорд до сих пор не побит? Ведь работа на скамье скотта одной рукой для рукоборцев – это базовое тренировочное движение. И поднимают они в нем очень внушительные веса на не менее внушительное число повторений. На скамье скотта 80 килограмм. Одной рукой на 4 повторения было. Но это было четко все под руководством тренера. Опускали до нужного угла, поднимали по команде. Ну, я так делал 75, но только я опускал руку. И на 5 раз я так делал. То есть... В данном случае и Дмитрий, и Артем говорят именно о тренировочном упражнении, когда рука работает в короткой амплитуде, а главное, не доходит до параллели с полом, а это важно. Как этот принцип работает в реальной жизни и где здесь принципиальная разница, мы сейчас вам покажем. То есть народ поднимает вот так вот. То есть это тоже круто, это тоже нужно. Но если мы говорим про рекорды, то есть такое правило, что максимальная нагрузка бывает в тот момент, когда сгибаемая часть руки параллельно полу. То есть самое сложное – пройти горизонталь. Тимур, Костя, ты чемпион мира! Костя, ты можешь! Константин Цой, призер чемпионата Азии по армрестлингу по просьбе железного рейтинга, тоже попробовал подобраться к рекорду Лората. И вы видите, что 70 килограммов, опущены ниже параллели, сразу сломали все его углы. Но в базовой технике он тут же смог уверенно сделать этот вес на 2 повторения. В чем как бы крутость движения Лората? В том, что он проходит горизонт полностью и, не разрывая угол, поднимает все, поднимает гантель наверх. Вот задача. И вот теперь, когда все более-менее понятно, давайте вернемся в зал Old School к Евгению Пятову, где железный рейтинг проверяет рекорд Лората на прочность. Сколько намотал? 70 килограмм поставили. Будем поднимать. Как настрой? Настрой всегда бешеный вообще. Так, подожди, только подожди. Все, пускай. Гантель в 70 килограммов Артем вытянул без видимых проблем. И сейчас свои силы с этим внушительным весом попробуют победитель Арнольд Классик Сергей Серещев и главный богатырь Казахстана Евгений Пятов. Ага. Уже много. Мне кажется, Жене нужно скамеечку поставить ниже. Вот. И... Может быть, вот эту пониже ему поставить, она, видите, пошире. Ну, может быть. Просто тебе неудобно. Ты очень разворачиваешься. Ну, сейчас развернулся вообще практически фронтально к ней. То есть ты бок не включил. Тебе было, не хватило роста. Мне кажется, у тебя получится 70. Она уже тяжелая, да? Давай. Нет. Заболел локоть. Ох, это может только Тёма сегодня. Это кому помладше. Да.
Когда в сети появилось первое видео от Лората, на гантели как раз и было чуть больше 70 килограммов. И этот вес сегодня отсек сразу двух из наших претендентов. Скажем больше, с этим весом в технике канадца не рискнул даже работать Антон Корчин. А он-то с большими весами давно на «ты». Нормально. Дать видео? Видео. Видно? И минус 10 килограмм. Получается 65. Но у нас-то с вами есть секретное оружие – Человек-скала, Человек-тягач Артем Морозов. Так что мы ничуть не сомневаемся в успехе нашего предприятия. 70 килограммов – это серьезный вес. Пока два человека у нас не справились, ни Сергей, ни Евгений. Но Артем пока отдыхает и настраивается на 80 килограммов. За всем этим безумием с чемпионской ухмылкой наблюдает Дмитрий Расонов. Они тебя поднимают одной рукой, представляешь, Дмитрий? Сейчас я подниму. Гранатор ушел. В чем ошибка? Гранатор открылся немножко, провернулась кисть, не смог ее удержать. Наверное, надо чуть-чуть выше браться, сверху гантель, чтобы он больше шла на супинацию. Мы уже понимаем, что это серьезный вес. Мы уже понимаем, что рекорд Лората – это серьезный рекорд. Даже вот можно обратить внимание, что насколько легко у Артема получилось 70, добавили десятку, и уже вся конструкция стала ломаться. Посмотрим. На самом деле я подозреваю, что Артем работает на камеру. Не получилось, как Сталлоне практически. Да, там проиграл. Я вот чувствую, он актер. Молодой актер, хочет просмотры, хочет свой блог. Так что есть такое подозрение, есть. И поднимет в итоге 90. Вот помяните мое слово. Давай. Тёма, собрано, не торопишься. Ты можешь, давай. Не торопись только, не торопись, уверенно. Давай. Собрано. Ну что же, даже со второй попытки сегодня рекорд канадского рукоборца Артему не покорился. Но это только сегодня. Ведь завтра будет новый день и новые возможности. Техники не хватило, потому что, когда я посмотрел видео, это совсем другое было, нежели Лорат делал. Ну что, попробуешь на месяца через 3 перебить еще раз? Конечно, приеду к вам, попробую. Ну а мы поздравляем Лората с тем, что его суперрекорд устоял. А сами готовимся к новым подвигам. Готовимся к следующему рекорду. То есть рекорд Лората мы не побили, но побьем рекорд Шварценеггера. Что нам? Правильно? Эту историю с побитием рекорда самого Арнольда Шварценеггера вы уже можете посмотреть на нашем канале в первом выпуске нового проекта «Чемпионы против киногероев». И в этом выпуске вы сможете увидеть все таланты Евгения Пятого, понять, насколько же красив Казахстан, и окунуться в атмосферу боевиков нашей юности. Кстати, могу сказать, вообще, мне кажется, вот в 90-е годы, там, 80-е, вообще тематика мускулатуры, вот этого развитого тела, мышц, она ценилась. Потому что сейчас, я не знаю, мнение скептическое у многих, то есть как бы там смеются туда-сюда, тогда, по факту, это было в почете. Ну а сегодня мы прощаемся с вами. До скорых встреч! А как же Дмитрий Силаев, спросите вы? Дмитрий Силаев восстанавливается и вместе с вами тоже попробует снять рекорд Лората. Так что ждем ваших видео.
Ну, давай, конечно, я не против. Только я подготовлюсь тогда так именно, как вот он делает, поднимает. Ну что, рекорд Ларата устоял, но он устоял здесь, сегодня, в Казахстане, в Алматы. И вполне возможно, кто-то из наших зрителей сможет справиться с этим весом. Так что снимайте, присылайте. И лучших ждут призы, и слава, и почет, и уважение. Мы ждем.